Ролик создан при поддержке наших спонсоров. Примите благодарность от проекта House of NHTI, это дает стимул к дальнейшему развитию и созданию нового контента. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. В 1975 году AMD представила свой процессор AM2901. Это был так называемый многокристальный секционный процессор. Каждый из чипов обрабатывал по 4 бита, однако для увеличения размера слова использовалась работа нескольких чипов одновременно. Такой подход использовали в 70-х и 80-х годах, чтобы создавать процессоры разной разрядности, когда не могли разместить целый процессор на одном быстром чипе. Существовали процессоры и на одном чипе, однако их MOP-транзисторы работали медленнее. Потом появились CMOP-транзисторы, и когда их скорость достаточно выросла, на них перешли почти все производители. Чип AM2901 набрал большую популярность, и его использовали в самых разных системах, от видеоигры Battlezone и рабочей станции Xerox Star до мини-компьютера VAX 11-730 и бортового компьютера Magic 372, истребителя F-16. Более быстрая версия этого процессора AM2901C использовала эмиттерно-связанную логику ESL для повышения быстродействия. Давайте изучим кристалл под микроскопом и узнаем, как схемы ESL позволяют реализовывать арифметико-логическое устройство. Вам должно быть интересно, как несколько процессорных чипов могут работать вместе и поддерживать слова произвольной длины. Суть в том, что микропроцессорная секция — это строительный кирпичик, а не процессор целиком, и для декодирования инструкций и управления системой ему требуются отдельные схемы. У секции были регистры. Они проводили арифметические и логические операции с данными, а управляющий чип, такой как AM2901, говорил микропроцессорной секции, что им делать. Каждую машинную инструкцию разбивали на более мелкие шаги, микроинструкции, хранившиеся в микрокоде ROM. При этом набор инструкций определялся микрокодом, а не AM2901, поэтому поддерживать можно было практически любой набор инструкций. Многокристальные секционные микропроцессоры MSM находились где-то посередине между микропроцессорными чипами и компьютером, сделанным из простых TTL-чипов. В то время собрать компьютер из TTL-чипов было гораздо быстрее, чем сделать микропроцессор, однако для этого требовалось множество плат с чипами. Использование MSM позволяло сохранить преимущество в скорости, уменьшая при этом количество используемых чипов. Также MSM давал большую гибкость по сравнению с микропроцессором, позволяя проектировщику настраивать набор инструкций и другие архитектурные особенности. Обзор кристалла AM2901. Сейчас вы видите изображение кристалла микропроцессора AM2901, на котором отмечены ключевые функциональные блоки. На этом фото удалены металлические слои для более детального рассмотрения кремния и транзисторов. Крупнейший функциональный блок чипа – память регистров в центре. У чипа есть 16 4-битных регистров. Можно увидеть 16 столбцов и 4 строки в массиве памяти. Слева и справа от блока памяти схемы драйвера памяти, управляющего записью и чтением. Арифметико-логическое устройство ALU чипа занимается арифметическими сложение и вычитание и логическими операциями или исключающее или. Первая секция ALU – крупный блок внизу слева, он состоит из 4 рядов, поскольку это 4-битная ALU. Также в ALU есть логика, генерирующая выход переноса для сложения и использующая быструю технику под названием перенос с предварительным просмотром. Затем ALU использует перенесенные значения для параллельной генерации суммы. Наконец, выходные схемы обрабатывают и буферизуют сумму и отправляют ее на выходной контакт. Пустые прямоугольники по краям чипа – площадки для соединения чипа с внешним миром. Тонкие проводники соединяют площадки кристалла с выводной рамкой, которая ведет к 40 внешним контактам чипа. Рядом с ними находятся схемы отправки и получения сигналов. В частности, поскольку чип сообщается с внешними схемами при помощи TTL-сигналов, однако внутри используют ESL, эти схемы проводят преобразование между напряжениями TTL и ESL. У чипа есть 2 сдвиговых регистра, способных сдвигать слово на 1 бит вправо или влево. Регистр Q – 4-битный регистр, сделанный на основе триггеров. Наконец, схема опорного напряжения генерирует точные опорные напряжения, необходимые для работы ESL.
Для получения фотографий чипа в высоком разрешении используется особый металлографический микроскоп. На следующем фото видно логотип AMD, выше проводник, припаянный к площадке. В схеме чипа участвуют два металлических слоя, видимые справа. На этом фото крупным планом показано 4 транзистора и 3 резистора. Разные участки кремния имеют разные примеси, дающие им различные свойства, и эти участки видно под микроскопом. Чип создан на основе биполярных NPN-транзисторов, отличающихся от MOP-транзисторов современных компьютеров. У левого транзистора размечены база, кремний P типа, эмиттер, кремний N типа и коллектор, кремний P типа. Светлые прямоугольники – это контакты кремния и металлического слоя, который раньше был сверху. У двух транзисторов справа один общий коллектор. На этом чипе часто встречаются транзисторы с общим коллектором. Снизу находятся 3 резистора. Резистор получают путем добавления в кремний примесей, увеличивающих его сопротивление. Точность резисторов в ИС обычно оставляет желать лучшего. Также они получаются относительно большими. Здесь они одного размера с транзисторами, иные же бывают и куда большего размера. Поэтому при проектировании ИС стараются минимизировать количество резисторов. Эмиттерно связанная логика. Логические схемы можно создавать весьма различными способами. Почти все современные компьютеры используют логическую схему КМОП – комплементарная структура металл-оксид-полупроводник, где вентили состоят из МОП-транзисторов. В эру мини-компьютеров очень популярной была TTL. ESL была более быстрой, но менее распространенной схемой. Недостатком ESL было большее энергопотребление. Суперкомпьютер Cray 2 1985 года использовал ESL-вентили для увеличения скорости работы, но его приходилось охлаждать жидким фреоном. Большая часть преимуществ ESL в скорости была связана с тем, что транзисторы включались не полностью. Это позволяло транзисторам очень быстро менять пути прохождения тока. Кроме того, разница между напряжением для значений 0 и единица была небольшой, порядка 0,8 вольта, поэтому сигналы могли переключаться туда и сюда довольно быстро. К примеру, у TTL-вентилей разница в напряжениях составляет порядка 3,2 вольта. Сигналы способны переключаться со скоростью около 1 вольта в наносекунду, поэтому при большой разнице в напряжениях возникают задержки в несколько наносекунд. С другой стороны, небольшая разница в напряжениях приводила к повышению чувствительности ESL к электрическому шуму. Первые версии AM2901 использовали TTL, но в 1979 году AMD представила более быстрый его вариант AM2901C. AMD2901C внутри использовал ESL для скорости, но снаружи поддерживал напряжение TTL, благодаря чему его можно было легко использовать в TTL-компьютерах. ESL основана на системе дифференциальной пары. Сходным образом работают операционные усилители. Идея дифференциальной пары в том, что по схеме протекает фиксированный ток. Если у входа слева напряжение больше, чем справа, то левый транзистор откроется и большая часть тока пройдет через левую ветвь. И наоборот. Обратите внимание, что эмиттеры транзисторов соединены, отсюда и название эмиттерно связанной логики. Некоторые модификации позволяют превратить дифференциальную пару в ESL-вентиль. Во-первых, напряжение в одной ветви фиксируется и становится опорным, где-то в промежутке между уровнями 0 и 1. Тогда, если вход выше опорного напряжения, он будет считаться за единицу, а если ниже – за 0. Затем к ветви подсоединяют выходной транзистор, зеленый, дающий выходной сигнал путем буферизации напряжения ветви. Сейчас вы видите схему инвертора, поскольку если на входе высокое напряжение, то ток через левый резистор притянет выход вниз. Для увеличения быстродействия нижний резистор заменили на сток, пурпурный, состоящий из транзистора и резистора. Можно построить более сложный ESL-вентиль, добавив больше входов. На схеме параллельно первому добавлен второй входящий транзистор. Ток пойдет через резистор R1, если на входе А или Б будет единица, то есть напряжение будет выше опорного. В данном случае выход притянут вниз, и у нас получается вентиль или не. С использованием других конфигураций можно сделать вентили И, исключающие или более сложные схемы. На этом изображении показан вентиль или не, такой, как он реализован на чипе.
А здесь показана соответствующая физическая схема вентиля. Слева кремниевый слой кристалла, где видно транзисторы и резисторы. Справа металлические дорожки в той же части чипа. Сверху расположены транзисторы 1 и 2, получающие входной сигнал. У каждого из них база расположена сверху, а эмиттер посередине. У транзисторов общий коллектор, белый прямоугольник ниже. Резисторы R1 и R2 представляют собой прямоугольники кремния. У всех транзисторов в середине, включая 3 и 4, общий коллектор, дважды соединенный с плюсом. Непронумерованные транзисторы и резисторы относятся к другим вентилям. По проводникам справа видно, что верхний слой обеспечивает подводку горизонтальных проводников к плюсу, опорным напряжением, стоку VCS и к минусу. Видно, что плюс и минус сделаны более широкими, чтобы поддерживать большие токи. Под этим находятся проводники, связывающие транзисторы. Сверху входы А и Б соединяются с базами транзисторов. Остальную проводку сложнее проследить, поскольку она закрыта верхним слоем. Но можно, к примеру, видеть связь между транзистором 4, коллектором транзисторов 1 и 2 и R1. Внимательно изучая фотографии кристалла, можно разобраться во всей проводке и провести обратную разработку логики чипа. Арифметико-логическое устройство (ALU). Арифметико-логическое устройство в чипе AM2901 выполняет 4-битные арифметические или логические операции. Оно поддерживает 8 различных операций – сложение, вычитание и побитовые логические операции. Умножением и делением оно не занимается. Рассмотрим блок-схему структуры ALU AM2901. Сначала селектор, мультиплексор, выбирает два входа из потенциальных источников. Значение D передается на контакты данных чипа, обычно на шину данных процессора. A – это значение одной из 16 записей в файле регистров чипа. Выбирается контактами от A0 до A3. B работает сходным образом. Постоянное значение 0 может быть подано в ALU. Наконец, Q – это содержимое регистра Q, дополнительный регистр, отделенный от регистрового файла. Множество источников данных придает чипу большую гибкость. Два выбранных значения R и S скармливаются в ALU, которая производит выбранную операцию и выдает результат на F. Также ALU принимает величину переноса на вход carry in и выдает величину переноса на выход carry out CN+4. Это позволяет комбинировать несколько ALU для обработки более длинных слов. Выходы G и P используются для переноса с предварительным просмотром, в то время как другие выходы знака переполнения и нуля могут использоваться в качестве кодов условий в процессоре. Кратко опишем схему ALU, начиная с селектора. Первые два селектора ниже, D и A, выбирают первый аргумент ALU, а последние три, A, Q и B, выбирают второй аргумент. Каждый селектор реализует следующую функцию, где value – потенциальное входящее значение, select – первый для выбора этого значения, а invert – первый для инвертирования значения, поскольку ALU 4-битный выбираются 4 бита. Каждый селектор реализован посредством 4 вентилей ESL. Нужное значение выбирается включением одной из линий select. Если ни одна из них не включена, то приходящее в ALU значение будет 0. Также селектор может инвертировать вход. Чип выполняет вычитание через добавление инвертированного значения. После выбора двух входов для ALU оно вычисляет биты propagate P и generate G для каждой пары входящих битов. Это часть процедуры переноса с предварительным просмотром, используемой для быстрого сложения. На следующем фото показаны оставшиеся части схемы ALU. Для разнообразия на этом фото есть металлический слой, в отличие от предыдущих фото, где был только кремний. Сигналы P и G из предыдущей схемы приходят в два блока вычислений с переносом. Нижний блок переноса вычисляет внешние P, G и сигнал переноса с предварительным просмотром для нескольких чипов. Это позволяет быстро складывать длинные слова. Верхний блок переноса вычисляет внутренние переносы. Схема суммы вычисляет сумму каждого бита с использованием переноса и значений P и G. Важно, что благодаря переносу с предварительным просмотром сумму каждого бита можно вычислять параллельно. Наконец, выходной контур преобразует внутренние сигналы ESL в сигналы TTL и управляет 4 выходными контактами.
Чип использует некоторые интересные техники, позволяющие использовать сумматор для 8 операций. Описанная ранее схема селектора может по желанию дополнять его в ход. Это используется для вычитания, а также для некоторых из логических функций. При вычислении логических функций вместо сложения вычитания вычисление переноса отключается. Во время выполнения логических операций на биты не влияет то, что происходит с другими битами. Наконец, схема исключающего или сумматора превращается в схему И через увеличение сигналов π до максимума. Таким образом, вместо использования 8 разных схем для 8 операций ALU, чип использует единую схему с некоторыми тщательно выбранными свойствами. Чип AM2901C представляет интерес как пример высокоскоростной ASL относительно редкого логического семейства. Чип ALU распределен по нижней части кристалла, реализует 8 разных функций и использует перенос с предварительным просмотром для ускорения работы. Хотя чип довольно сложный, тщательное разглядывание под микроскопом помогает разобраться в его работе. Многокристальные секционные процессоры, такие как AM2901, использовались в микрокомпьютерах и многих других системах в 70-х и 80-х. Однако, в конце концов, улучшения в технологии КМОП позволили реализовать быстрый процессор на едином чипе, что сделало эту технологию устаревшей. И хотя в AM2901 содержится, возможно, около 1000 транзисторов, и он работает на 16 МГц, сегодня AMD производит процессоры, содержащие десятки миллиардов транзисторов и работающие на частоте от 4 ГГц.